Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях, то есть на Blu-ray, в том числе в формате 4К, а также на DVD. В сегодняшнем видео будет много изданий, в том числе 10 иностранных изданий и 10 российских изданий в формате Blu-ray, а также 10 изданий в формате DVD. И начать я хочу, как и в предыдущих видео, с фильмов в иностранных изданиях. И начать я хочу с 4 изданий, которые идут с русским языком. И первый фильм — это у нас картина «Привидение», в котором у нас снялись в данной картине Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Это самый кассовый фильм 1990 года. Чешское издание. Фильм Paramount. Видим здесь оригинальное английское название «Ghost». До этого данная картина была у меня на DVD, но все-таки решил приобрести ее на Blu-ray. И такое вот издание нашел. Видим чешское название данной картины «Дух». Такой вот фильм «Привидение». Далее, следующий анимационный фильм. Это у нас картина «Атлантида. Затерянный мир». Это уже у нас начало спада двухмерной анимации у Диснея. Но все равно данный анимационный фильм интересный. И решил себе приобрести такое вот итальянское издание данной картины. Оно также идет с русским языком. То есть с русским языком данный фильм можно встретить в Италии и в скандинавских странах. То есть именно такие языки представлены на данном диске. То есть русский, итальянский и языки скандинавских стран. Фильм «Атлантида. Затерянный мир». Далее, следующий фильм. Это у нас картина режиссера Фрэнка Дарабонта, которого вы можете знать по фильмам «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка». А это единственная картина, которую он снял, которая не по Стивену Кингу. Это фильм «Мажестик». Данная картина также у меня раньше была на DVD, но с русским языком она за рубежом только выходила, в России такое издание не выходило. Но решил себе приобрести, наконец, данный фильм в формате Blu-ray. Вот такая вот коробка Viva Elite Eco с дырками. Фильм с Джимом Керри «Majestic» появился у меня в коллекции. И, наконец, 4 и последнее издание из иностранного, которое будет сегодня с русским языком. Это у нас картина «Городские легенды». Это у нас фильм ужасов молодежный из конца 90-х годов. Это уже английское издание. А Majestic, забыл сказать, это у нас видим по значку немецкое издание. Городские легенды, это у нас английское издание. Такая вот накатка. И присутствует здесь у нас внутренний арт с монстром, с человеком из данной картины «Городские легенды». В данном фильме снялись из известных людей. Это у нас Джаред Лето, Роберт Ингланд и некоторые другие. Такое вот издание появилось у меня в коллекции. Эти 4 фильма были с русским языком, а дальше следующие иностранные издания уже будут без русского. И первое такое издание — это у нас фильм 70-х годов «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Известная картина,
по которой есть мемы в интернете. Это у нас двухдисковое издание. Здесь у нас фильм в 4К, а также фильм на обычном Blu-ray. Как видим по значкам, это у нас также английское, британское издание. И увидел его по относительно нормальной цене для 4К формата и решил себе взять. Картина Вилли Вонка «Шоколадная фабрика». Повторяю, здесь русского языка уже нету. Поэтому переходим к следующему фильму. И это у нас культовый фильм с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом от режиссера Кэтрин Бигелоу. Это у нас картина «На гребне волны». С русским языком он на Blu-ray не выходил. И решил себе приобрести такое вот американское издание. Это американское издание уже мультизонное, потому что существует американское издание данного фильма, которое залочено на зону А, но это уже международное издание, поэтому здесь такой проблемы нету. Здесь видим двух этих актеров. И теперь к ремейку, который у меня давно есть в коллекции, есть и оригинал «На гребне волны». Далее будут два фильма из одной франшизы. Первый такой фильм — это «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Видим здесь немецкое издание. Присутствует такой небольшой 4-страничный буклет. Из заглавия. Также присутствует внутренний арт данного издания с кадрами из фильма. Такое вот издание «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Немецкое издание данной картины. А также есть следующий фильм из этой франшизы. Это «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Тоже известная картина. Местами она даже лучше первого фильма. Также немецкое издание. Здесь уже обложка перевертыш с рейтинговой блямбой и без нее. Такое вот издание. Здесь у нас в главных ролях, именно в этих двух картинах, в роли Астерикса Кристиан Клавье, а в роли Обеликса Жерар Депардье. Такие вот два фильма из данной франшизы, которые выходили в Германии, понятное дело, без русского языка, удалось найти по данной франшизе. «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Такие вот два издания. Далее снова немецкое издание. И это фильм с Джеки Чаном «Городской охотник». Также без русского языка. Также у нас обложка перевертыш. Такой вот рекламный вкладыш. И диск залочен на зону Б. Но сейчас для меня это не проблема, потому что соответствующий плеер появился недавно у меня. А этот фильм из 90-х годов с Джеки Чаном и увидел по небольшой цене совсем, и поэтому решил взять себе в коллекцию данную картину. Джеки Чан «Городской охотник». И, наконец, последнее иностранное издание — это не совсем фильм, а это опера «Отелло» в версии Джузеппе Верди, которая была сыграна в театре Ла Скала в Италии, в Милане, и где у нас в роли Отелло Пласидо Доминго. Выступление 2001 года. Так у нас раскладывается этот диджипак. Здесь видим описание на 3 языках, в том числе на английском, а также сам диск с данной оперой. Отелло Джузеппе Верди с Пласидо Доминго в главной роли. Такое вот издание появилось в коллекции.
Это было последнее иностранное издание в сегодняшнем видео, поэтому переходим к российским изданиям фильмов. И первое издание — это у нас режиссер Дэвид Финчер, и фильм которого мне не хватало, один из двух. Это «Девушка с татуировкой дракона». Экранизация известной книги. Здесь в главных ролях у нас снялись Дэниел Крейг и Руни Мара. Данное издание у нас двухдисковое. На первом диске у нас фильм, а на втором дополнительные материалы. И это был один из двух фильмов Дэвида Финчера. И в сегодняшнем видео будет второй фильм, которого мне не хватало. А это я откладываю. И переходим к следующей картине. Следующая картина также от известного режиссера. Фильм «Остров» от Майкла Бэя. В главных ролях здесь у нас Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон. Наконец-то данная картина тоже появилась у меня в коллекции. Это у нас фантастика, так же как и многие другие фильмы Майкла Бэя из 2000-х годов. Такое вот издание, как фильм «Остров». Далее. Третий известный режиссер на Blu-ray. Это у нас картина Ридли Скотта «Советник». Это фильм из 10-х годов Ридли Скотта, которого мне не хватало. Фильм «Советник». В главных ролях здесь у нас снялись Майкл Фассбендер, Пенелопа Круз, Кэмерон Диаз, Хавьер Бардем, а также Брэд Питт. Издание 20 века Fox. И такая вот накатка у данного издания. Фильм Ридли Скотта «Советник». Далее. Следующая картина. Это у нас фильм режиссера Кеннета Браны «Убийство в Восточном экспрессе». Также данный режиссер Кеннет Брана сыграл главную роль Эркюля Пуаро в данной картине. Также помимо него здесь снялись Пенелопа Круз, Уильям Дефо, Джуди Денч, Джонни Депп, Джош Гад, Лесли Одом-младший, Мишель Пфайффер и Дейзи Ридли. Такие вот актеры, которых мы можем видеть на данной обложке фильма. И такая вот зеркальная накатка у данного издания. «Убийство в Восточном экспрессе» в версии от режиссера Кеннета Браны. Переходим к следующему фильму. Далее будут 4 издания с липах. Два из них будут с карточками. И первое издание с карточками — это второй 4К Blu-ray фильм в данном видео сегодняшнем. Это «Судная ночь. Начало». Это приквел к фильмам «Судная ночь». То здесь другие актеры. И такое вот издание в 4К по небольшой цене относительно. Увидел, поэтому решил взять. Такая вот накатка, повторяющая обложку. И также присутствует 8 карточек. Такие вот карточки представлены в данном издании с персонажами из данного фильма «Судная ночь. Начало» в формате 4К. Далее, следующий фильм. Это также издание с карточками в слипе. Это «Дора и затерянный город». Это у нас продолжение детского мультфильма «Дора и затерянный город», но уже повзрослевшей героиней.
фильм 2019 года. Внутренний арт есть у данного издания. А также карточки, 6 карточек. Сзади у них такое вот изображение, а спереди кадры из фильма. И последний кадр с самой главной героиней Дорой, или Дашей, как она называлась в русской локализации мультфильмов. Дора и затерянный город. Далее, следующий фильм. Это интересный в плане картинки фильм «История призрака», в которой снялись актеры Кейси Аффлек и Руни Мара. Есть слип. По слипам такое же изображение. Это такая вот накатка у данного издания. И особенность данного фильма в отношении изображения — это то, что фильм представлен в формате 4:3 со скругленными краями. Такой вот фильм «История призрака» с Кейси Аффлеком и Руни Марой. Далее, следующая картина — это фильм режиссера Греты Гервиг с актрисой Сирши Ронан. Еще один фильм данного режиссера и также данной актрисы в коллекцию. Леди Бёрд. Фильм про взросление главной героини. И такая вот накатка. И по жанру это у нас драма, комедия. Такой вот фильм «Леди Бёрд». Далее еще осталось 2 фильма в простых изданиях. Первый — это у нас фильм. Первый — это у нас фильм «Место под соснами», в котором у нас снялись Райан Гослинг, Брэдли Купер, Эва Мендес и Рэй Лиотта. Издание от Кармен. И еще один фильм с актером Райаном Гослингом в коллекцию. Здесь у нас 3 истории про 3 человек. 3 истории. И решил себе приобрести в коллекцию данный фильм «Место под соснами». И, наконец, последний фильм на Blu-ray. Это у нас картина, точнее сборник советских мультфильмов, шедевр отечественной мультипликации. Здесь у нас Скотт Леопольд, все серии, Приключения поросенка Фунтика, 4 серии, а также другие истории, а именно 3 мультфильма режиссера Резникова. Это «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», а также «Чертенок с пушистым хвостом». Решил себе приобрести, потому что мультфильмы хорошие. И кроме того, данное издание у нас еще можно найти в магазинах на Литье за небольшую цену. Шедевр отечественной мультипликации. Такой вот сборник мультфильмов советских на Blu-ray. И это был последний Blu-ray в сегодняшнем видео. Поэтому переходим к DVD. Их будет 10 штук. И первый фильм — это у нас издание из серии «Винтаж». Фильм «Там, где бродит бизон».
в котором у нас Билл Мюррей снялся в роли Хантера Томпсона. То есть в той же роли почти, что и Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». То есть это первая экранизация произведений Хантера Томпсона, а «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» была уже вторая экранизация произведений Хантера Томпсона. Такое вот издание в диджипаке. Открываем. Раскрываем. Видим Билла Мюррея и другого персонажа, помощника его, юриста. И такой вот диск в данном издании. Там, где бродит бизон. Далее переходим к следующему изданию. И это фильм режиссера Джима Джармуша «Мертвец» из серии из коллекции фильмов под Кармен, другое кино. Такой вот картон. Здесь на картоне сам диск с фильмом Джима Джармуша с Джонни Деппом «Мертвец». Такое вот издание данной картины. Далее. Второй фильм Дэвида Финчера, про который я говорил вам сегодня. Это картина «Комната страха». Его как раз мне также не хватало. Он выходил только с русским на DVD. Поэтому приобрел себе такое вот издание. Фильм с Джоди Фостер. А сам фильм уже из 2000-х годов от Дэвида Финчера. И такая вот накатка у данного издания. Поэтому Дэвида Финчера, всего Дэвида Финчера с русским языком я собрал. Все фильмы с русским языком есть у меня в коллекции. Фильм Дэвида Финчера «Комната страха» с актрисой Джоди Фостер. Далее, следующий фильм. Это у нас картина режиссера Милоша Формана с Вуди Харрельсоном, основана на реальной истории «Народ против Ларри Флинта». Видим, здесь у нас 2 номинации на премию «Оскар», в том числе номинацию получил Вуди Харрельсон. И накатка диска повторяет обложку издания. «Народ против Ларри Флинта» от режиссера Милоша Формана. Далее, следующая картина. И это фильм режиссера Брайана Сингера «Способный ученик». Здесь у нас снялись в главных ролях Иэн Маккеллен и Брэд Ренфро. Снял картину Брайан Сингер. А решил себе приобрести данную картину, потому что этот фильм снят по книге, которая входила в тот же сборник, что и «Побег из Шоушенка». А сборник этот называется по-русски «4 сезона». То есть «Побег из Шоушенка» это первая повесть в сборнике, а вот «Способный ученик» это вторая повесть, и по которой также был снят фильм под названием «Способный ученик». Такое вот издание. Далее, следующий фильм. И это картина режиссера Клинта Иствуда с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм «Потусторонняя». Такое вот издание. Собираю Клинта Иствуда. И этого фильма также не хватало в коллекцию. Но наконец-то появилось. Поэтому, возможно, к 95-летию Клинта Иствуда выпущу отдельное видео со своими фильмами, которые были сняты режиссером Клинтом Иствудом, что у меня есть в коллекции. Это такое вот издание «Потустороннее».
Далее, следующая картина. Это пародийная комедия от Мела Брукса. Робин Гуд, мужчина в трико. Пародия на данного персонажа. Замечательная, интересная комедия. Давно хотел себе приобрести. И, наконец-то, вместе с другим диском приобрел себе данный фильм в коллекцию. Робин Гуд, мужчина в трико. От известного режиссера пародий Мела Брукса. Далее, следующий фильм. Это у нас еще один фильм с Райаном Гослингом. Фильм «Фанатик». Фильм Генри Бина. Победитель 23-го Московского международного кинофестиваля. Выиграл главную премию на данном фестивале. Такого вот издания в слипе. «Фанатик». Рекламная бумажка. И такая вот накатка диска у данного фильма. Фильм с Райаном Гослингом «Фанатик». И осталось еще две картины. Это у нас «Майор Пейн» с актером Дэймоном Уэйнсом. Известный культовый, особенно у нас, фильм из 90-х годов. В том числе известная история про паровозик, который смог. И вместе с другими изданиями решил себе приобрести данный фильм. И наконец-то он появился у меня в коллекции. Такой вот фильм «Майор Пейн». И закончить сегодняшнее видео я хочу анимационным сериалом, а точнее одним сезоном мультипликационного сериала. Это «Южный парк». Издание, которое включает все серии 5-го сезона. Это один из двух сезонов, который выходил на DVD официально. Здесь у нас 3 диска. Это первый диск, второй диск и третий диск. То есть все 14 серий сериала этого сезона представлены на 3 дисках. «Южный парк». 5-й сезон. Один из лучших сезонов у данного сериала. Появился у меня в коллекции. И это было последнее издание в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.